So we've just arrived in the town of Dukachaevsk, and yesterday there was a large artillery attack on this neighborhood in Dukachaevsk. And as you can see behind me, the people are working on doing some of the repairs to the damages here. We're in this neighborhood where there was 4 apartment buildings hit by cannon fire from a BMP and artillery fire. And right here is this school that was also hit last month that we showed you. And this neighborhood is coming under intense attacks almost every day from, as the residents say, and as you can see, Ukraine army is attacking these civilian neighborhoods. Last night there were 5 people injured here, 2 very seriously injured, and they're at the hospital now. And we are going to take a look around this area, talk to the residents, and go to the hospital and check to see how these people are doing. We can only hope for the best. Труба, вот я стою спиной к крылам. Ну, время было 17:30, где-то 5:30, да? Начался обстрел, выстрел, и сразу сосед позвонил, постучал, вернее, ко мне домой. Был окровавленный весь, мы зашли с сыном, начали помогать им, оказывать помощь. Очень много было дыма, ну и взрыва буквально было 2. Страшно, очень страшно. Это в ночное время было? А? В вечернее, ночное время? В какое время? Было 5:30 вечера. А в дальнейшем как развивались действия? В дальнейшем потом уже была тишина, конечно, ничего не было. После этого... А с пострадавшими что, вы вызвали скорую? Мы вызвали скорую. Скорая буквально быстро приехала и забрали их. А перед этим были слышны какие-то разрывы? То есть нет, до этого нет. Сразу, вот, я же говорю, моментально вот, один выстрел громкий очень. Дом зашатался, ну, услышала звуки разбитых стекол. Как вас зовут? Имя просто. Татьяна. Татьяна. Скажи, Татьяна, а вот помогали, там скорая приехала быстро? Ну, сразу мы пока помогали с сыном, а потом скорая быстро приехала. Давно тут такого не было? Часто здесь такое или? Ой, вы знаете, часто, но как-то, может быть, неделю тишина была, а сейчас вот опять. Да часто. Часто. Просто очень там страшно. Как раз подписали вот закон о реинтеграции. Ну, может быть, это даже с этим связано, ну, не знаю. С этим связано или с чем, но... А вы как, кстати, вот восприняли вот этот вот закон, который вышел? То, что вот ну, можете хотят представить, как мы приняли, если все хотят уничтожить, а оставить только землю. Можете представить, какая у нас всех реакция. Можно сказать, откуда это стреляет? Откуда это стреляют? И сторона Новотроицкая это получается. Они вот стоят здесь буквально, я же говорю. Кто там? Местно говорит, Шагайка. ВСУ. ВСУ, конечно. Зачем они хотят стрелять тут? Это гражданский поселок? Поселок, конечно, гражданский. Зачем украинские хотят стрелять? Местное население. Они все на протяжении 4 лет ведут борьбу именно с местным населением. Они не с военными, у нас военных тут вообще никого нет. Вы же сами можете пройти по городу и посмотреть. Никаких установок у нас тут вообще нет. Вот садик у вас тут рядом, туда не прилетало? Прилетала, только не в этом году, но нет. Раз вообще прилетала, да, было. Вот буквально рядом дом 15-й. Ну, может быть, я говорю, месяц назад, да, месяц назад, там буквально в 3 квартиры вообще попало. Там как-то не было раненых. А тут, видите, за один вечер, получается, 5 человек. Произошел обстрел жилого квартала населенного пункта Докучаевска. А фактически это, наверное, террористический акт по отношению к людям, которые здесь живут. Потому что все местные люди говорят о том, что это происходит уже не первый день, светлое время суток, когда дети находятся на улице. В основном применяется БМП-2, разрывные снаряды
потому что они взрываются в воздухе. Дети очень пугаются, разбегаются все по домам. За вчерашние сутки, на данный момент, что нам известно, это 5 пострадавших, 5 получили ранения осколочные. По адресам 6, может даже больше, сейчас мы это выясняем. Но, в принципе, вы сами видели, это где-то счастливая случайность попадания не в саму квартиру, а в стену. Поэтому, с одной стороны, это еще и повезло, ну а с другой, смотрите, перед этим погибшие ранены в Еленовке, здесь 5 раненых. Это все происходит с позиции, на данный момент это 93-я бригада. Мы сейчас выясняем ситуацию, это они по собственной инициативе или все-таки им команду давали эту. Хотелось бы отметить, что когда они стреляют с БМП, это они стреляют навесом. Снаряд разрывной, куда долетел, разорвался и все. Целенаправленно нет сказать, что это именно бить по жилым домам. Но направление жилой квартал, а соответственно много людей, если это днем, вот видите, что очень много людей ходит, даже в эту погоду. Поэтому я считаю, что это чисто террористический метод ведения войны. Ну, Александр, а вот не думайте, что до ВСУ, до ребят, которые там, вот 93-я бригада, вы сказали, уже дошла информация по поводу закона о реинтеграции, деоккупации. Так. Ну, это можно сделать предположение, что, в принципе, хотел бы отметить, он еще не подписан. Он еще не подписан, да. Там до начала февраля отложили. Но я думаю, что та пропаганда, которая насаждается в Украине, люди, которые услышали о том, что закон принят Верховной Радой, они посчитали, что они получили индульгенцию на уничтожение гражданского населения. И поэтому, как вариант, это возможен. А может, это был и приказ для этого. Поэтому мы сейчас разбираемся, и в ближайшее время я более подробно об этом скажу. Есть какая-то информация по пострадавшим, кто в больнице сейчас, кто уже может дома? В больнице, кажется, сейчас 2 человека. Это вот именно дом, который за вами находится, это семейная чета, муж с женой. А остальные, они уже дома, это просто небольшие осколочные ранения, ноги, руки, в основном ноги. Взорвалась, и мы со спальни в проходе коридора. В проходе коридора мне в спину удар. Я мужу сказала вызывать скорую, а сама в зал пошла. Потеряла сознание. Спасибо большое. Все, спасибо. Здравствуйте. And that was Mrs. Lecker, just coming out of surgery. Her husband is still in surgery and he's getting the shrapnel removed from his body. Thank God that they are both going to live, but it's been a very hard time for them. As you can see, she's in a lot of pain and needs to heal a good amount before she's able to come home. And we hope everything goes good with the surgery of her husband, Mr. Lecker, but it's all in God's hands. But this just further proof that the Ukrainian army is firing on civilian areas here in the Donetsk People's Republic, and it needs to stop. The world needs to do something about it, and the Western governments need to stop supplying lethal weapons to Ukraine, because you can see here they are using them to kill civilians. This was a civilian neighborhood that was fired upon and is fired upon almost every day. Something needs to happen to stop this. So please subscribe to my channel, like this video, share all across all of your social medias, and let's show the world what's really happening here in the Ukraine war.